Физкульты. Мы часто говорим о том, чтобы развиваться в беге, нужно бегать. У нас есть видео о том, как, где, когда, зачем и прочее. Но сегодня в мире сложилась необычная ситуация. Сейчас, в марте 2020 года, во всей Испании, в отдельных городах, таких как Сан-Франциско, в некоторых городах Германии, людям запрещено выходить из дома, чтобы остановить распространение инфекции. И сегодня в нашем выпуске речь пойдет о тех ситуациях, когда вы не можете бегать на улице, на беговом стадионе или на беговой дорожке. Но этот выпуск будет полезен и тем, кто продолжает бегать, потому что в нем мы дадим ряд упражнений, которые просто невозможно выполнять на улице. Ну а еще в конце выпуска вы узнаете о том, как нам удалось обогнать олимпийского чемпиона по бегу на средние и длинные дистанции Мо Фара. Так что смотрите этот выпуск до конца. Оказавшись в изоляции дома, может показаться: все, пипец, добегались. Ну что делать бегуну дома? Запастись ватрушками и сесть на диван. Но есть и другой путь. Находясь дома, воспользоваться ситуацией и сделать себя сильнее и лучше. Сегодня в Италии многие спортсмены тренируются в домашних условиях. Среди них, например, толкатель ядра Леонардо Фабри или чемпионка универсиады в беге на 100 метров с барьерами Луминоса Баглиола, которая тренируется в своей гостиной. На данный момент даже футбольные клубы Арсенал и Манчестер Юнайтед временно перевели своих игроков на домашние тренировки. А толкать ядро, бегать с барьерами или играть в футбол в домашних условиях точно не проще, чем бегать. Но карантин не единственная причина, по которой мы можем оказаться дома. У кого-то маленькие дети и нет возможности надолго выходить одному. Кто-то живет в климате, который слишком холодный или слишком жаркий для пробежек. А, например, боксер Клиффорд Этьен начал боксировать во время 10-летнего заключения. Он попал в профессиональный бокс, выйдя на свободу в 1998 году, а уже через 2 года стал чемпионом Северной Америки. Космонавты тоже находятся в изоляции, например, на борту МКС. Более того, им жизненно необходимо тренироваться, иначе их кости и мышцы ослабнут из-за невесомости. 6 дней в неделю они уделяют по 2,5 часа физической подготовке. Но обычные тренировки с собственным весом или с отягощениями им не подходят, так как ни они сами, ни штанга или какой-то утяжелитель в космосе ничего весить не будут. Экипаж МКС использует специальные тренажеры, беговую дорожку с ремнями, имитирующими вес астронавта, велотренажер с упором в спину вместо седла и силовой тренажер, имитирующий поднятие тяжестей. С таким набором тренажеров тренироваться в изоляции можно без проблем. И мы спокойно можем посоветовать космонавтам на МКС нашу тренировку на беговой дорожке. Основное задание будет выглядеть так. Быстрый бег 1 минута 8% уклон дорожки. Плюс 5 минут возвращаем на 1% и бежим медленно. Затем быстрый бег 2 минуты 6% уклон дорожки. Плюс 5 минут возвращаем на 1% и бежим медленно. Затем быстрый бег 3 минуты 4% уклон дорожки. Плюс 5 минут возвращаем на 1% и бежим медленно. А тем счастливчикам, у которых дома есть беговая дорожка, мы советуем посмотреть наш выпуск «Бег на беговой дорожке». Вы узнаете, как она полностью может заменить уличный бег. Вариант с наличием дома беговой дорожки мы сегодня не рассматриваем, потому что в таком случае вы просто продолжаете бегать. Но вот что делать, если бегать возможности нет? Дома мы сталкиваемся с ограничениями пространства. Бегать из комнаты в комнату, даже если у вас большая квартира, вряд ли получится. Для того, чтобы достичь желаемого результата, давайте разберем бег на части, как пазл. Итак, первая деталь пазла – это развитие сердечно-сосудистой системы. Бег – это циклический вид спорта, и самое простое, как можно воссоздать эту нагрузку, это, как вы думаете, что? Бег. Но только на месте. Конечно, бежать на одном месте 30-60 минут, это достаточно скучно. Поэтому к нам на помощь придет скакалка или любая веревка. Попробуйте сделать, например, 5 подходов по 3 минуты, и вы поймете, что это хорошая нагрузка на сердечно-сосудистую систему.
И более того, она создается теми же специфическими движениями, что и при беге на улице. Причем, как и в беге, вы можете ускоряться и замедляться, контролируя таким образом интенсивность нагрузки и работая таким образом в разных пульсовых зонах. Отдельным бонусом будет развитие координации, так как скакалка способствует этому очень хорошо. Вторая деталь – это упражнение на силу. Чтобы сделать наши беговые мышцы и в целом все тело сильнее, мы бегаем в горку на улице или с уклоном 8-10% на беговой дорожке. Дома мы можем тоже прокачать эти мышцы, но не все сразу, а частями. Ступенька. Если у вас дома есть какая-то ступенька, отлично. Если нет, вам нужно будет подобрать любой твердый предмет, который позволит ее имитировать. Вы встаете на носок и делаете движение, повторяющееся вверх-вниз с носка. Одна нога и другая нога. Когда вы делаете это упражнение, лучше, чтобы было вам за что-то держаться для баланса. Полуприседы. Название говорит само за себя. Вы приседаете вниз чуть меньше, чем до угла ваших коленей 90 градусов. И также, когда поднимаетесь вверх, разгибаете ноги не до конца. Можно делать полуприседы просто с собственным весом. Ну а если своего веса вам уже недостаточно, можно взять на руки или на плечи кота, собаку, ребенка, жену, мужа или хотя бы бутылку с водой. В общем, любой утяжелитель. Выпады. Поставьте руки на пояс и выпрямите свое тело. Шагайте поочередно левой и правой ногой, перенося центр тяжести между двух ног. Точно так же можно делать без веса, а можно взять в каждую руку по коту или по любому другому утяжелителю. Рыбка – упражнение для укрепления мышц спины. Ложитесь на живот и поднимайте одновременно руки и ноги и задерживайтесь в этом положении. 3-4 раза по 60 секунд. Это статическая нагрузка, поэтому регулируйте интенсивность временем нахождения в такой позе. Упражнение червячок отлично укрепляет наши стопы. Оно делается босиком. За счет силы пальцев ваших ног старайтесь продвигаться вперед. Если на первых стадиях вам будет тяжело, вы можете помогать себе раскачивающимся движением корпуса тела вперед. Переходим к следующей детали нашего пазла. Это упражнение на координацию. Разножка. Поставьте руки на пояс, шагните одной ногой вперед и в прыжке поочередно меняйте ноги. Следите за тем, чтобы корпус вашего тела был перпендикулярен полу. Бег с высоким коленом. Фактически это бег на месте, но только вы акцентируетесь на том, чтобы ваши колени поднимались максимально вверх. Следите за тем, чтобы ваше тело было в полной беговой координации. Ровный корпус и правильная работа рук. Захлёст голени. Это также бег на месте, только вы начинаете делать акцент на том, чтобы ваши пятки касались вашего таза. Следите за тем, чтобы координация была полная. Деталь номер 4 – это техника вашего бега. Упражнение зеркало. Вспомните старые паровозы, у которых колеса соединены направляющими. Эти направляющие двигаются ровно параллельно друг другу с определенной амплитудой, вперед и назад. Также должны двигаться и наши руки в беге, но для этого нужно выработать привычку. Итак, встаем перед зеркалом. Смотрите над тем, что ваша позиция тела высокая, осанка правильная. Далее вы смотрите на свои плечи. Важно, чтобы они были расслаблены. И дальше, когда вы поставили руки в позиции параллельно друг другу, вы начинаете их раскачивать. В какой-то момент, когда вы почувствуете, что вы уже контролируете это движение, попробуйте закрыть глаза и просто четко запомнить вот эти ощущения, которые у вас есть в плечевых суставах. Да, каким образом у вас двигаются руки, как вот этот вот вес каждой руки вы ощущаете. Вторая разновидность этого упражнения, когда вы делаете вместе с шагами движение рук. Помним о том, что если у нас идет левая нога, то у нас правая рука. Если правая нога, то левая рука. И таким образом шагаем на месте. Подробнее о том, как работают руки во время бега, мы говорили в видео «Бег без рук». Если у вас есть 3-4 метра свободного пространства в помещении, то хорошо было бы попрактиковать бег с места. Отстройте все ваше тело, чтобы все центры тяжести были друг над другом. И медленно, чуть-чуть наклоните ось вашего тела.
и маленькими шажками продвиньтесь на 2-3 метра, после чего верните обратно ось вашего тела перпендикулярно полу, и это вас остановит. Кстати, большинство этих упражнений можно использовать на любом уровне подготовки, поэтому их активно используют участники нашего курса от 0 до 15. Это помогает им научиться технике и подготовить суставы и мышцы. И сейчас уже полным ходом идет набор на наш новый второй поток данной программы. Переходите на сайт simplerun.ru или покупайте курс прямо в приложении и вступайте в ряды бегунов. Максимальная приятная стоимость обучения будет до конца этой недели по промокоду, который есть в описании к этому видео. Все показанные нами упражнения должны состоять из подходов и количества повторений. Конкретное количество подходов и повторений вы должны выбрать для себя под свою физическую форму. 10, 20, 30, 40. С каждой следующей тренировкой наращивайте количество повторений. И когда это количество дойдет до большой цифры 60, 70, вы можете добавлять количество подходов. И когда вы проводите такие тренировки, обязательно не забывайте открывать окна, чтобы был свежий воздух в помещении. Заключительная часть нашего пазла – это психологическая подготовка. Вернемся к космонавтам. В конце 70-х было важно увеличить максимальный срок пребывания человека на орбите, так как создавалась первая в мире орбитальная космическая станция. Но ученые уперлись в барьер. Уже после 2 недель начинались физические и психические изменения, которые влияли на здоровье космонавтов. Как раз одним из решений этих проблем было создание тренажеров для занятий в космосе. Но еще одним решением было разработанные в 1981-83 годах в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина методы медитации и саморегуляции. Суть методики заключалась в том, что наш мозг не видит разницы между реальным и вымышленным, реалистично представленным. Иными словами, если вы что-то можете хорошо представить внутри себя, максимально реалистично, то наш мозг запустит точно такие же процессы, как если бы это было с вами на самом деле. И для космонавтов, которые находятся в изолированном, очень специфичном пространстве, важно, чтобы их организм работал так же, как на поверхности Земли. Подобные практики известны человечеству уже более 2000 лет и, например, используются в медитациях буддистов. И вот вам простой пример медитации, который позволит вам воссоздать ощущение радости от пробежки. Сядьте удобно, закройте глаза, дышите глубоко и ровно в течение 10-15 минут, расслабляйтесь и представляйте самые лучшие ощущения, которые можно испытать от бега на улице. Например, как вы бежите в зеленом хвойном лесу в хорошую погоду и с хорошим настроением. Это поможет наладить все тонкие настройки внутри вас и получить удовольствие от бега даже в замкнутом пространстве. Благодаря физическим упражнениям и психологическим практикам вы сможете получить удовольствие и пользу от бега в тех случаях, когда вы ограничены и не можете выйти из дома. Конечно, проще и приятнее бегать по-настоящему. Но сейчас мы пытаемся не зацикливаться на ограничениях, а найти возможности и пользоваться ими. К тому же, находясь дома, вы можете подтянуть свои теоретические знания, пересмотрев наши видео. На канале уже 41 видео о технике бега, физиологии и тренировках. Подпишитесь, ведь именно благодаря вам мы продолжаем расти и развиваться, добиваясь важных побед. Как, например, то, что наш канал обогнал по подписчикам 4-кратного олимпийского чемпиона и 6-кратного чемпиона мира Мо Фара. А его канал, кстати, является одним из самых популярных в мире по теме бега. Ну и, конечно, мы бы без вас не получили эту награду от YouTube. Спасибо вам за это. Это очень важное достижение для меня и нашей команды. И мы продолжаем бежать дальше, и неважно где.